Отделила белки от желтков. Желтки пойдут в крем. Я их пока убираю. Накрыла пленочкой. Обязательно так делайте, чтобы не образовалась корочка. Белки с солью. Со щепоткой соли начинаю взбивать. И в процессе взбивания добавляю 200 граммов сахара. Здесь долго взбивать не надо. Перемешали и достаточно. Теперь добавляю сливочное масло 100 граммов. Я его растопила в микроволновке. Добавляю сметану холодную из холодильника 150 граммов. Можно использовать кефир. И перемешиваю. Теплое масло, холодная сметана. И все будет комнатной температуры. Отправляю взбитые белки. И перемешиваю. Теперь сухие ингредиенты. Это мука. Мука 200 граммов. 3 столовые ложки какао. И сода или разрыхлитель. Чайная ложка. Все это нужно просеять. И отправить в тесто. Это тесто не нужно долго вымешивать. Главное все тщательно перемешать. И тесто готово. Я подготовила форму, ничем ее не смазывала. Форма у меня размером 24 сантиметра диаметром, 6 сантиметров высота. Только дно застелила бумагой для выпечки. И все тесто отправляю в форму. Немножко распределяю. И такой вот деревянной шпажкой распределю тесто равномерно, чтобы не было никаких пустот и дырок в бисквите. И тесто отправляется в разогретую до 170 градусов духовку минут на 30-35. Но тут уже все зависит от вашей духовки. Проверяем, как обычно, деревянной шпажкой. И пока бисквит в духовке, готовим заварной крем. Очень простой, без взбивания. 4 желтка, что остались от теста. Добавляю сахар 100 граммов. Крахмал кукурузный 2 столовые ложки и ванилин пакетик. Перемешиваю. Понемножку добавляем молоко 250 миллилитров. И отправляю крем на плиту. Крем поставила на средний огонь. Как только крем поставили на плиту, никуда не отходим. Обязательно постоянно помешивать, чтобы крем не пригорел. Смотрите, как густеет на глазах. И закипел. Сразу выключаю нагрев моментально. Но продолжаю помешивать, потому что может пригореть. Он еще варится. И снимаю с плиты. И сразу, пока еще крем не остыл, добавляю 100 граммов сливочного масла. И перемешиваю. Такой у меня будет крем. Перемешиваю, пока масло не растает в заварной части. Крем готов. Остается только его накрыть пленочкой и дать ему остыть до комнатной температуры. В холодильник его убирать не нужно. Пока будет остывать бисквит, остынет и крем. Бисквит у меня готов. Выпекался ровно 45 минут. И уже минут 15, как я его вытащила из духовки. Прошлась по краю формы ножом тонким. И открываю форму. Переворачиваю его на решетку.
Снимаю бумагу. И даю бисквиту полностью остыть. Бисквит остыл. И мне его нужно разрезать на 2 равные части. Намечаю ножом. Сделала надрезы по бокам. И теперь вставляю нитку в эти надрезы. Приподнимая корж. И теперь вот так перекрещивая, разрезаю корж, чтобы прошла нитка через весь корж. Оп, разрезан. Вот смотрите, какой получился внутри. Шикарный бисквит. А как вкусно пахнет шоколадом. Шоколадный бисквит. У меня пропитки не будет. Мне нравится такой бисквит. Он немножко получается влажный за счет того, что я добавила сметану и масло сливочное. Кладу крема, половину деляю. Кладу второй корж. Посмотрите, какой у меня красивый торт получился. Прямо солнышко под солнышко. Он у меня постоял ночь в холодильнике. Сверху я его украсила просто натертым шоколадом. Посмотрите, какое аппетитное шоколадное солнышко получилось у меня. Несмотря на то, что торт очень простой в приготовлении, получился очень вкусный. Сливочный бисквит. Изумительно вкусный. Просто тает во рту без всякой пропитки. И этот волшебный заварной крем не только красивый, но еще очень вкусный в сочетании с этим бисквитом сливочным. Попробуйте приготовить такой тортик под солнышко. Очень-очень красивый, безумно вкусный. И всем вкусных тортиков, друзья!